Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Максимальный позитив в МХАТу. Мы видим то, что биточек наш, конечно же, потихоньку растет, он радует. Кстати, кто не знает, мы уже 5 недель растем, 5 недель. Видно то, что есть небольшой приток в биток, эфириум, но все равно эфир у нас отстает от битка. Это говорит о том, что никакого пока альтсезона нету, и его в ближайшем будущем, наверное, все-таки не будет. Лайткоин у нас сегодня попер. Самое максимальное количество притока капитала, конечно же, в лайткоин, и он пробил $93. У нас очень важный уровень, это пробитие лайткоина 115 баксов. Если, конечно же, мы его пробьем, закрепимся выше, то можно будет говорить о дальнейшем каком-то хорошем движении по лайткоину. А сейчас пока ты ничего не сделаешь. Нужно смотреть, наблюдать, что будет с ним делать, конечно же, манипулятор. Почитал я комментарии, посмотрел то, что нету, по всей видимости, никакого альтсезона. У нас в основном люди не интересуются альткоинами. Даже нету здесь комментов. Никто не говорит, а ну-ка посмотри какую-то монетку. Должен скоро быть, ждут $2000, сделку на MEX. Жди. Ну, я не знаю, тут, наверное, или кто-то сильно конкретно увлекается MEX, или это какой-то прогрев там биржи MEX у меня на канале. Так. А у этого пациента сжимается пружина. Белый халат в команду сюда. Да. Это приколы. Это едешь утром на работу в 6 часов утра. Вот я в 6 часов утра проснулся. Даже я проснулся в 5 часов утра. И нужно собираться, конечно же, на работу. Для того, чтобы усреднять криптовалюту. Казалось бы, да, заходим в криптовалюту, не ходим на работу. Но видим мы обратное. И тут пишут, короче говоря, что у нас по торговой паре эфириум относительно биткоина. Давайте-ка мы посмотрим эфир относительно битка. Но сначала мы, наверное, все-таки посмотрим биток. Биток наш всему голова, а эфир это такое. Ну, эфир тоже нужно посмотреть. Эфир относительно биткоина мы давненько не рассматривали. Также мы видим то, что $3 триллиона капитализация всего рынка. Давайте мы опять посмотрим доминации. Доминации нам говорят то, что, доминация, конечно же, эфириума перестала падать. Доминация альты теперь начала падать. И доминация битка у нас поперла. Сегодня у нас новый пик по доминации биткоина. Вот. Знаменательная дата у нас новый пик по доминации битка. Давайте мы это все дело посмотрим на часе. Многие говорили то, что доминация биткоина не будет расти, максимум 45%. В итоге мы видим обратное. И что мы видим? Мы видим то, что в 3 часа ночи, у нас доминация биткоина составила диапазон 65.32%. Также мы не исключаем то, что доминация битка может пойти в диапазон 73%. Мы это с вами разбирали на стриме, поставили вот шаблон бары. Посмотрим, дотянут ли они в диапазон 73% по доминации битка. Неизвестно. Но мы уже где-то в диапазоне 2021 года. Если мы посмотрим 2021 год, то вот мы уже подбираемся к этой вершинке. Вот у нас 2021 год, мы уже вот здесь вот находимся. У нас были цели по доминации, это 64.81. И еще, конечно же, остаются актуальные 66%. Ну а там, конечно, если мы пойдем намного выше, а это 73%, это будет пик 2021 года, то тогда у нас будет полностью сломлен нисходящий тренд по доминации битка. Мы здесь видим глобально, у нас здесь присутствует нисходящий тренд. Правда, мы уже и так сломали данную трендовую линию, которая у нас брала свое начало с 2017 года, было касание в 2021 году, а мы уже ее можем построить, буквально с вот этих вот значений. И мы видим то, что здесь уже, конечно, некий тренд уже сломлен. Что у нас будет дальше? Все-таки у нас присутствует здесь клин.
он присутствует, но будет ли он сломлен, этот тренд, вот что. Вот это будет вопрос. Мало ли, может быть такое, что доминация биткоина восстановится, а мы пойдем, ну, в диапазон там примерно 85%. Может быть и такое будет. Вот так вот, в принципе. В принципе, вот так вот. Да. Но может быть такое, что с текущих у нас будет разворот и будет падение по доминации битка в диапазон 40. Может быть такое, что 48%. Здесь мы увидим с вами хороший альт-сезон. Клин у нас здесь присутствует. Посмотрим, что у нас будет дальше. Итак, эфир относительно биткоина. Лонг продолжают набирать. Вчера у нас здесь остановили все это дело. И я уже думаю, ну, наверное, скоро у нас здесь уже все это дело и приостановится. Мы все-таки доберемся до своего пика. И на этом будут уже начинать качать альту. Вчера у нас было пробитие. В 20:00 было пробитие. И мы потихоньку набрали. Еще давайте посмотрим, сколько мы набрали. Мы набрали 2000 битков. 2000 битков залочили в лонг. И если мы это все дело посмотрим на недельке, даже на дневке, уже видно, что здесь уже такой, можно сказать, тренд уже затухает. Потихоньку мы затухаем. Затухаем, вот даже дневка, она вообще даже очень-очень маленькая. На недельке вообще классно видно. То, что здесь уже все идет такое себе потихоньку затухание. Затухание, и по всей видимости скоро здесь что-то начнут уже качать они. Также у нас на данный момент нету никакого альт-сезона, идет у нас в основном биткоин сезон. Есть у нас вот месячный график. У нас был альт-сезон ноябрь 2024 года и был небольшой альт-сезон март 2025 года. Правда, какой там был альт-сезон, непонятно. У нас чуть-чуть альта двигалась в апреле, да, но не в марте. И мы видим то, что здесь полностью идет биткоин сезон. Также здесь вот у нас отметочка 24. Мы уже практически пришли к вот этим вот значениям, что у нас было донышко в 2023 году. Вернулись сюда, вот постоянно идет биткоин сезон. Ну, нету никакого альт-сезона. Такого на истории длительный период времени не было по данному индикатору. Мы видим то, что мы сюда спустились еще в мае 2022 года. И все, с него даже не выходили с биткоин сезона. Ну, был здесь небольшой выход на 50 пунктов, но все. Но локальные альт-сезоны у нас были вот и 18 год, 18, потом у нас был 20 год, 21, 22 год. А здесь мы просто уже длительный период времени находимся по крипте без каких-то альт-сезонов. Крупный игрок просто-напросто обнуляет уже альту до пупения. И может быть такое, что этот цикл будет обнуление. Также мы видим то, что BlackRock вливает деньги беспощадно. Он вливает. Вот 28 апреля у нас было влитие практически 1 миллиард долларов. И вот у нас первая колоночка. Это BlackRock. А вторая это вроде бы у нас Fidelity или что такое. Ну вот первая BlackRock. Тут у нас размыто все. Ни черта не видно. Но первое тут точно видно, что это BlackRock. BlackRock в основном накапливает биточек наш. Видно, что 21 апреля 41, так, 531 миллион, 41 миллион, миллион, миллиард, миллион. Максимум было накоплено 1 миллиард, допустим, за этот период времени. По капитализации 42 миллиарда. Да, в принципе, вот так вот. Потихоньку есть приток. Небольшие были, конечно же, и оттоки. 30 апреля у нас здесь был отток. Кто-то фиксировал. Это такое. Итак, что касательно самого битка. Нам нужно было это все сначала посмотреть. Мы, в принципе, находимся в рамках вот этого вот блока. Мы находимся в рамках этого блока. Этот блок у нас является блоком поддержки. Также мы рассматриваем тот вариант, то, что у нас может быть сценарий, как это было осенью 2024 года. После летней коррекции у нас был такой вот выход. Это синий шаблон бары. Это буквально осенний выход 2024 года. Итак, биток у нас вчера, буквально, даже не вчера, а, ну, можно сказать, что с вчерашнего вечера у нас преодолел движение. Мы полностью поглотили вот эти вот две красные свечки. Сегодня у нас будет заседание ФРС вроде бы и обновление эфириума. Если у нас все сбудется, то я думаю, что
цену битка уже подвезли к этим новостям. Посмотрим, что у нас будет дальше. Также мы все равно находимся в интересной зоне, с которой может быть все-таки сформирован отскок дохлой кошки, и мы уйдем на медвежку. Но для того, чтобы мы ушли на медвежку, нам нужно пробить диапазон 88 тысяч долларов. Если мы его не пробиваем, этот диапазон 88 тысяч долларов, значит ни про какую медвежку мы говорить пока не будем. Мы видим то, что биток удерживает даже выше вот этого вот блока, а это у нас уже блок сильнейшей поддержки будет. Он изначально был блоком сопротивления, мы к нему касались вот раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз подходили к данному блоку. Мы его пробили. Потом же пробили этот блок, ушли выше в диапазон 96 тысяч долларов, отритестили и опять же реакция покупателя. Я думаю, что здесь мы будем торговаться какой-то период времени, ну может быть кое-что неделька, две мы проторгуемся здесь. Также у нас здесь уже конкретно пересекутся все скользяшки, которые нам нужно для дальнейшего движения вверх. Они будут подтверждать данное движение. Мы видим то, что у нас уже можно здесь немножко подредактировать. Синее у нас уже чуть-чуть сдвинулось. Вот так вот. Дальше сиреневая у нас тоже сдвинулась. Вот что это говорит? Это говорит нам о том, что в принципе индикаторы рисуют за ценой битка, а не биток ходит за индикаторами. Ну и здесь вот так вот, в принципе, у нас должно быть. Я думаю, что здесь будет конкретное уже закрепление этих пересечений скользяшек, и дальше у нас будет движение to the moon вверх. Быстро все это дело происходить не будет, это все дело происходит медленно. И давайте, конечно, посмотрим, что у нас говорят индикаторы. На TradingView мы открываем график биткоина и смотрим. Это мы с вами ванговали, то, что здесь должно сформироваться в восходящем канале повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Так, на данный момент, в принципе, так, мы здесь немножко это все почистим. На данный момент, что мы видим? У нас был сигнал на покупку буквально в апреле 2025 года. Здесь у нас был сильнейший сигнал на покупку. Сейчас у нас есть сигнал на продажу. Но он может, конечно же, уже и быть неактуальным, потому как если с текущих цена битка пойдет выше, то в принципе он будет уже как будто бы и не актуальный. Но не исключаем, конечно же, коррекцию. У нас вот, например, тоже здесь был сигнал на продажу. Потом после этого сигнала была здесь небольшая коррекция. Тут тоже могут, конечно же, отрисовать коррекцию. Если на недельке рассматривать, здесь будет более-менее так информативно, потому как мы видим то, что есть здесь сигнал на покупку. Открывается у нас зеленое облако. Это говорит нам о том, что здесь у нас формируется уже лонговое движение на недельке. Формирует лонговое движение, и дальше, по всей видимости, у нас будет рост по биткоину. Также мы не исключаем то, что у нас все-таки может быть здесь сформирован отскок дохлой кошки. Вот он, этот отскок дохлой кошки. И мы можем, конечно же, уйти на медвежку. Для того, чтобы мы ушли на медвежку, нам нужно пробить вот этот вот блок поддержки и пробить вот этот вот блок 69 тысяч долларов. Очень важный блок. Это говорит уже о том, что действительно у нас будет медвежка. Пока мы за это будем говорить. Пока мы за медвежку не будем, в принципе, говорить. Мы видим то, что у нас здесь открылось зеленое лонговое облако. И может быть такое, что будет ситуация, как это было осенью 2024 года. Открытие его нам говорило о том, что здесь было бы восходящее движение. Но не будем исключать то, что у нас вот здесь вот примерно тоже открывалось зеленое облако. И мы уходили на коррекцию. Ну, правда, это еще был 2023 год, лето. Может быть и аналогичная ситуация будет. Здесь, в принципе, здесь у нас все по данному индикатору очень четко отрабатывали долгосрочные сделки. Открытие, длинное зеленое облако, длительный восходящий тренд. Здесь тоже длительный восходящий тренд. Здесь тоже был длительный восходящий тренд до апреля 2024 года. И здесь тоже был длительный восходящий тренд. Как у нас здесь будет, ну, пока никто не знает. Но для того, чтобы мы здесь удерживали такой вот длительный восходящий тренд, нам нужно, чтобы цена биткоина ходила хотя бы в рамках вот этого вот восходящего канала. Вверх-вниз, вверх-вниз, и мы можем, конечно, потом пробить
сопротивление, которое у нас находится в диапазоне 108 тысяч долларов, и уйти выше в новый ценовой диапазон. Это 150 тысяч долларов за биток. И здесь могут они устроить эйфорию. Я надеюсь, что мы придем все-таки в диапазон 130-150 тысяч долларов за биток, и у нас будет эйфория на рынке, потому как мы ее даже и не видели. Рынок очень тяжелый, нету никаких альт-сезонов, альта просто умирает, доминация биткоина просто летит в тартарары. Итак, если только у нас эфириум относительно биткоина начнет расти, я предполагаю, что он начнет расти. Здесь у нас видно, что на дневке уже была перегретость по RSI, начинают потихоньку разгружать. На недельке у нас все это выглядит вот так вот, вроде бы как все разгружено. Появились первые розовые такие вот свечи на MACD, покупают, меняют. Может быть такое, что здесь уже будут формировать разворотное движение. Если у нас эфир начнет движение, то я в принципе предполагаю то, что и мемкоины, особенно на эфире, тоже что-то покажут. Основную ставку делаю на монетку Pepe. Я в принципе думаю, что с текущих она может показать примерно еще 10 иксов. Запас хода у нее есть, 100% монет в обороте. Капитализация у нас небольшая, могут конечно же позволить. Вот сейчас у нас, например, 3 миллиарда долларов, но я думаю, что в диапазон там 20-25 миллиардов долларов по капе может Pepe, конечно же, и прийти. Продолжаю удерживать ее, посмотрим, что у нас с ней выйдет, с этой данной монетки. Давайте посмотрим также, что она показывает с индикаторами. Итак, мы видим то, что здесь аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация. Был у нас такой вот восходящий тренд. Октябрь 2024 года у нас был сигнал на продажу. Нужно было, конечно, этим BP воспользоваться, продать, перезайти. Сейчас у нас был сигнал на покупку. Это что касательно долгих сроков. Ну, конечно, с текущих могут здесь сделать и коррекцию, например, там опустить Pepe там 60, но ловить такие краткосрочные движения, я думаю, что уже нету смысла. Нужно было хотя бы в декабре что-то предпринимать. Продавать, перезаходить. Сейчас на данный момент нужно, по всей видимости, только покупать. Также у нас был здесь сигнал на продажу, здесь был на покупку. Можно сказать, что он был как будто бы и ложный. На коррекции сигнал был на продажу, а здесь был на покупку уже на росте и уже здесь вот на продажу. Но если посмотреть на месяце, давайте посмотрим, что нам показывает на месяце. А на месяце у нас здесь нету никаких вообще сигналов. Ну, в принципе, на недельке видно то, что здесь нужно было покупать. Здесь тоже был сигнал на покупку, нужно покупать. По всей видимости, у нас данный индикатор не может анализировать очень краткосрочный график. На дневке у нас здесь намного больше будет сигналов. Намного больше. И тут у нас уже есть сигнал на продажу. Вот он на продажу. Можно было бы продать бы, тут уже подкупать бы. Движение здесь примерно 20% бы составило. Ну, не 20, а 15% можно было бы поймать такую вот волатильность. Довольно неплохо он, интересно, показывает. В принципе, вот так вот. Ну что, биточек у нас показывает разворот. Альта еще не догоняет биток, потому как очень сильно эфириум у нас отстает от битка. И даже по притоку капитала видно то, что эфириум отстает от дна. Есть ссылки телеграм-канала. Если вы хотите, конечно же, пользоваться индикаторами, могу вас научить. Нужно быть моим рефералом на бирже BinX. И будем, конечно же, с вами работать. Кому интересно, пишите в телеграм-канал. Все это мы с вами сделаем, будем в дальнейшем изучать и юзать. Рынок вроде бы у нас все неплохо держится, восстановили, но альта сильно отстает, потому как у нас на данный момент по индикаторам биткоин сезон. Я думаю, что волноваться не нужно. В долгую все-таки мы предполагаем, что будет все-таки продолжение роста. Оно будет, наверное, все-таки ближе к осени. Может быть такое, что мы летом даже увидим еще какое-то хорошее интересное движение. Тут пока мы по стактуфу видим то, что уже окраска индикатора идет таки довольно неплохо. Уже мы окрашиваемся в такой более апельсиновый цвет. Более апельсиновый цвет. Нам нужно это все дело немножко подправить. Вот так вот.
все это сделать. Более уже здесь апельсиновый такой цвет уже у нас получается, даже уже чуть ярче. Ну, мы где-то вот уже как будто бы вот здесь вот. А это у нас был примерно май 2021 года. Да, краска примерно такая же самая, как май 2021 года. Ну, мы, в принципе, сейчас и в мае 2025 года. А вся вот эйфория у нас должна быть где-то там ближе к осени 2025 года. Но я думаю, что эйфория должна начаться уже примерно с августа месяца. В принципе, вот так вот. Посмотрим, понаблюдаем. По метрике Stock2Flow мы вроде бы ничего здесь не сломали. Метрика отрабатывает неплохо. И биток у нас тоже потихоньку растет. Коррекции глубокой мы не увидели, там ниже, чем 60 тысяч долларов. Есть надежда, то, что у нас будет продолжение бычьего рынка. В принципе, вот так вот, друзья. В принципе, вот так вот. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат. Биржи, которыми я пользуюсь. Если вы хотите пользоваться интересными индикаторами, могу вам все это показать. Нужно быть моим рефералом. Если хотите задонатить, даже могу вас добавить в закрытый канал. Там, где я делаю покупки, продажи. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.